Итак, мы оставили дятловцев в тот самый момент, когда они начали обустраивать место для ночлега на горе Халатчахаль. И теперь нам уже ничего не остается, как шаг за шагом разматывать последующие события. Потому что перед нами клубок противоречий, недомолвок и умышленного искажения действительности. Нас ждут путанные показания свидетелей, бредовые версии, которые не выдерживают даже легкой проверки, и версии, которые подают как рабочие, но они больше похожи на ширму, чем на попытку добраться до истины. Только автору этого канала не привыкать. Десятилетний опыт работы в архивах поневоле научат продираться сквозь сбивчивые воспоминания, допросы и документы, а это школа терпения и упрямства. В этой школе учили видеть трещины там, где их специально шпаклевали. Мы постараемся найти след в хаосе и вытащить суть, даже если она спрятана между строк. И именно этим мы сейчас и займемся. Аккуратно, методично, без прыжков к поспешным выводам. Еще раз повторяю, что детали от нас скрыты навечно, и их не узнает уже никто и никогда. Но общую картину произошедшего проследить вполне реально. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Начнем с того, что выберем несколько фактов, на которые мы будем опираться. Будем считать их железобетонными. Хотя в этом деле это самое трудное из-за наличия 75 версий, но без этого мы не сможем двинуться с места. Во-первых, место палатки. Мы в прошлой части показали, как к нему группа подошла, и потом, когда ее нашли поисковики на том же месте, то ни у кого сомнений не было, что палатку поставили именно дятловцы из допроса Согрина. 4 марта я, Аксельрод, Королев и 3 москвичей поднимались к месту, где была установлена палатка Дятлова. Все мы здесь пришли к единодушному мнению, что палатка была поставлена по всем туристским и альпинистским правилам. Склон, на котором стояла палатка, не представляет никакой опасности. Крутизна склона 15-18 градусов. Конец цитаты. И все матерые туристы с этим согласились, включая Масленникова. Это наш первый железобетонный факт. Мы сразу убираем в сторону фантазии о том, что палатку переносили, перетаскивали, ставили где-то еще, а потом специально выставляли на склоне для красивой картинки. Такие версии звучат эффектно, но при ближайшем рассмотрении рассыпаются. Чтобы провернуть подобные операции, нужен смысл, мотив и немалые ресурсы. А дятловцы не были какими-то значительными фигурами в этих краях, ради которых нужно было ставить все эти спектакли. Ни разведчики, ни перебежчики, ни диссиденты, ни носители важных секретов. Не те люди, из-за которых стоит устраивать театр и тратить силы, время, транспорт, привлекать посторонних людей. Инсценировка – это сложная работа, а главное – ненужная. Если предположить, что кто-то хотел скрыть преступление, куда проще уничтожить следы на месте, а не устраивать дурацкую многоходовку. Нет рационального объяснения, зачем эта сложная постановка, если все равно придет такой Согрин и скажет: палатка поставлена не по нашим правилам, это черти что, мы узелки не так завязываем. И тогда вся эта инсценировка становится уликой. И здесь мы включаем бритву Оккама, метод, которым будем руководствоваться и дальше. Из всех возможных объяснений самое простое – верное. Когда у тебя два одинаковых варианта, выбирай тот, что проще. Поэтому мы не будем тратить время на версии, в которых фигурируют огромные трудозатраты без результата и мотива. Я когда узнала об этой бритве, поняла, что я не пользовалась, когда это еще не было мейнстримом. Просто не знала, что это так называется. У меня целый плейлист о Второй мировой, и там я махала этим инструментом налево и направо. Но теперь я буду резать этой бритвой сознательно и с пониманием дела. До нас уже куча народа поработали над трагедией дятловцев, и мы будем базироваться на выводах самых дотошных из них, и в частности на некоторых умозаключениях двух исследователей, с которыми будем в чем-то соглашаться, а в чем-то нет. Но это нормальная исследовательская работа, слепо мы никому не доверяем. Первый исследователь – это Дмитрий Тиунов, мастер спорта по туризму международного класса.
В январе 2009 журнал «Уральский следопыт» сделал выпуск, посвященный 50-летию трагедии. В подготовке материалов приняли активное участие многие из тех, кто 50 лет назад принимал деятельное участие в поисках пропавших туристов. Здесь мы видим знакомые фамилии Аксельрода, Зиновьева, Бартоломея, Буянова, Слабцова. А одну из статей написал Тиунов под заглавием «5 десятилетий домыслов и догадок. Что же в итоге?». Его пригласили как сотрудника авиакосмического агентства города Екатеринбург, и вот он пишет: «Вероятно, мое мнение почти ни у кого не удивит, но как специалист, проработавший 20 лет в ракетно-ядерной фирме, основываясь на показаниях очевидцев летающих шаров, могу заявить: гибель группы Игоря Дятлова, скорее всего, связана именно с военным ведомством. Выражаясь современным языком, первопричина трагедии носила военно-техногенный характер». Конец цитаты. Остальные версии Тиунов отметал категорически. Умышленное убийство. Складывается впечатление, что все версии криминального толка имеют единственную цель – возбудить общественность очередной антикоммунистической или антисоветской сенсацией, что в сущности одно и то же. Конец цитаты. Но прошел год, и, видимо, Тиунов понял, что он поддался всеобщему психозу с этой техногенной версией, и в апреле 2010-го, после долгих размышлений, он сам стал сторонником антисоветских сенсаций и напечатал свои достаточно интересные суждения в том же «Уральском следопыте» под названием «Они не могли действовать иначе». И в этой статье прозревший Тиунов выложил свое новое видение, на которое мы и будем частично опираться. Идея Тиунова заключается в том, что дятловцы 1 февраля еще возле Лабаза встретили каких-то 5-6 охотников-браконьеров, с которыми у них случилась перепалка, ссора по поводу их браконьерства. И какой-то нетрезвый охотник начал фривольничать с девушками, произошла бытовая стычка, после которой браконьеры пошли по своим браконьерским делам, а на обратном пути увидели след лыж дятловцев на гору и пошли по ним, чтобы проучить взорвавшихся туристов. И, найдя их место ночевки, начали лупить дятловцев дубинами прямо через палатку. И тем пришлось разрезать ее изнутри, чтобы выскочить, и так далее. Как все знают, побежали к кедру, начали делать настил и там замерзли. В некоторых моментах этой версии мы с Тиуновым не согласимся, потому что все это смахивает на версию Заславского, что кто-то так заморочился, что куда-то пошел или поехал, чтобы убить туристов. Авторитетно заявляю: большинство людей на планете Земля настолько инертны, что трудно поверить, чтобы они бросили все свои дела и лезли зимой на какую-то вершину, если это не сулит им никакой выгоды, а просто чтобы кого-то побить палками. Это нереально. Так не поступают ни обычные жители, ни охотники и даже не браконьеры. Любое действие зимой в тех местах требует смысла, запаха гешефта или хотя бы жесткой необходимости. Представить, что кто-то добровольно попрется в 20-градусный мороз на ночь глядя на вершину, только чтобы разобраться с туристами, это сценарий плохого фильма. Чтобы решиться на такое, должна быть очень серьезная причина. А придуманные мотивы, вроде каких-то обид, оскорблений, это не те резоны. Также не согласимся с термином «браконьер». Он часто звучит в версиях, но в тех местах он тоже не имеет смысла. Только в 1960-м в СССР появилось понятие «незаконная охота». А по состоянию на интересующий нас февраль 1959-го действовал УК РСФСР от 1926 года со статьей 86 «Деяния, связанные с осуществлением охоты в запрещенных местах, в запрещенные сроки и запрещенными способами и орудиями». Очень размытое определение, а по сути ни о чем. На тех территориях охотились все, кому не лень, никаких запретов на этот счет не было, а если и были, то их никто не соблюдал. Охотились все, у кого было ружье и кому лесничий не преграда. Но мы согласимся с Тиуновым в том, что в радиусе 1,5 километра от места палатки дятловцы были не одни. Цитируем по этому поводу остроумное замечание Тиунова.
Предвижу откровенное недоумение и возмущение большинства читателей. Действительно, каким это таким образом в верховьях Ауспии могли появиться никому неизвестные браконьеры? Ведь такого же просто не могло быть. Тем не менее, вынужден ответить, что сход лавины со склона горы Халатчахаль или падение в этом районе обломков какой-нибудь мощной ракеты являются событиями значительно менее вероятными. Конец цитаты. А у нас есть второй железобетонный факт. Вокруг горы Халатчахаль шарились какие-то люди, которых мы назовем условно чужие. И дальше мы подумаем над тем, кто бы мог быть этими чужими, которые посягнули на жизнь безобидных советских туристов. И первое, кто приходит на ум, это нападение представителей народности Манси. И это предположение тоже часто звучит среди дятловедов. Начнем с того, что действительно вся та местность, лес и горы – это фактически дом Манси. Они и в поездах не ездили, потому что не терпели закрытых помещений, а предпочитали в снегу поспать, если их где-то настигала ночь. И на допросы потом вызывали именно Анямовых и Бахтияровых. Анямов Андрей Алексеевич, 58 лет, сам признался, что в конце января-начале февраля 1959 он охотился в лесах около реки Ауспии. А вместе с ним еще 3 человека. Анямов Андрей, тоже Алексеевич, племянники Анямов Николай Павлович и Цескин Константин Манси. Они 4 выехали из поселка Суеват-Пауль и охотились в лесах около реки Ауспии. Возможно, их следы и видели дятловцы в пути. В общем, все против Манси. И надо сказать, что 50-е, 60-е годы 20-го столетия – это как раз тот период, когда манси уже находились на пороге своего исчезновения. Мы уже ранее рассказывали о том, как их усиленно спаивали до этого в течение пары столетий, а в 1937-м ко всем их бедам район их проживания оказался на территории Ивдель-Лага, а в 1956-м на территории Ивдельского ИТЛ. И это накладывало отпечаток на их и так невеселую жизнь. Манси стали полностью подконтрольны лагерной администрации. Они превратились как бы в отделение Ивдельского ИТЛ и потеряли последние признаки своей свободы. Некоторые из них вошли в связь с лагерной администрацией и докладывали всю обстановку на территории лесистой и горной части Ивдельского района. А если надо, то и ловили заключенных. Вот в подтверждение этого грамота, выданная Степану Курикову где-то в начале 60-х, за активное содействие в выполнении оперативно-служебных задач войсковой части 6602. Войсковая часть 6602 – это конвойная бригада. Это значит, что Степан Куриков был типа внештатным сотрудником этой войсковой части. Это значит, что он подстрелил или повязал какого-то зэка или навел на него. А за это выдавали, по словам Каратаева, целое богатство – мешок муки и 3 пачки мелкокалиберных патронов. Вот данные о побегах за 1959 из Ивдель-Лага, опубликованные на форуме Тайна Ли. В большинстве случаев кратко о том, кто поймал опергруппа, но есть исключения. Город Ивдель, местное население, юрты Собянина, убит при преследовании. Но и это не все. Были и другие делишки, которые связывали Манси с местной номенклатурой. А дело в том, что формально советская власть – это коммунизм, советы трудящихся и прочее бла-бла-бла, а по факту в Ивдельском районе правила местная элита, состоящая из райкома партии, МВД и армии. Весь район был у них в кармане. Они решали все вопросы, и если что-то не так, кто-то станет поперек пути, не найдут и с собаками. Никакая Москва туда носа без необходимости не совала. Зачем, если на месте работает отлаженная вертикаль? Это был их мирок. В руках этой местной элиты сходились
нитки власти, армии и лагерной системы. Первый секретарь Ивдельского райкома – политическая крыша, начальник управления Ивдельского ИТЛ – сам по себе маленький феодал, тысячи зэков, своя охрана, свои склады, своя логистика, командир воинской части конвойной, 6602, вооруженная сила, техника, возможность закрыть неудобные вопросы очень быстро. Например, кого-то порешить при попытке к бегству или вообще без лишних объяснений. КГБ в 1959 уже не был всесильным монстром, который держал всю страну в железной хватке. Их основная работа в тот период – политический контроль, антисоветские элементы, шпионаж, идеология. То есть их внимание было направлено совсем не на инциденты в глубокой тайге. Но люди, которые раньше служили в НКВД, просто перешли в новые кабинеты с теми же привычками, методами, подходами. И вот эти кадры, бывшие НКВДисты, молекулами растеклись по всей системе власти. Они сидели в райкомах, в администрациях исправительно-трудовых лагерей, в охране, в военных частях, в комендатурах. Неважно, как назывались учреждения в 1959 году. Важно, что люди в них были те же, со старой школой, жесткие методы, внутренняя дисциплина, умение решать вопросы без лишнего шума. И вот эта троица лидеров была фактическими собственниками Ивдельского района, влиятельными и практически неприкасаемыми. Они решали все, от поставок и лесозаготовок до того, кто имеет право заходить на их территорию, а кому лучше сидеть дома и помалкивать. Москва, как мы сказали, туда не лезла без крайней нужды. Зачем, если на местах все работает так, как им удобно? В Ивдельском районе образовался свой маленький автономный мирок, где каждый отвечал только перед своим начальником по вертикали, а не перед каким-нибудь генерал-майором в Свердловске. И вот эта местная номенклатура рулила в районе, богатом природными ресурсами и, в частности, добычей и заготовкой пушнины. Пушнина – это была мягкая валюта, которую добывали, нетрудно догадаться, кто – народ Манси. Вот статья, где говорится, что в 1945-м охотничьей бригадой поселка Суеват-Пауля руководил тот самый Степан Куриков. Он отвозил пушнину на склад за год живсырье в Ивдель. За сезон охотники Суеват-Пауля сдали более 100 соболей, около 2000 белок, немало дичи. Среди шкурок соболей были и особо ценные, почти серые. То есть охотничьи бригады добывали пушнину и дичь, которые сдавали государству. И при этом сами манси жили очень бедно. По сути, это были те же самые рабы, что и немцы на Втором Северном, о которых мы уже рассказывали. Так в этих краях все было устроено. Там все работали практически бесплатно. А Ивдель-Лаг для того и создавали его узники за похлебку, где только не использовались. И на лесозаготовках, и заводы строили, и дороги, и жилые дома. И есть такое письмо председателя Ивдельского городского совета депутатов трудящихся Дерягина председателю Свердловского облсовета товарищу Николаеву от 5 марта 1959-го. И Дерягин пишет, что в Ивдельском районе проживают 40 семей народности манси, которые в основном занимаются охотой. И в 1959-м заготовительная контора Райпо план добычи соболя и куницы выполнила, а вот других видов пушнины урожай слабый. Материальное положение народности манси очень тяжелое, так как отсутствуют средства существования. И товарищ Дерягин просит, как исключение, разрешить Ивдельской заготконторе принять мясо лосиное от манси, чтобы они могли приобрести продукты первой необходимости, такие как мука, соль, чай и сахар. А почему же манси жили на грани нищеты? А потому что на пушнину действовали твердые заготовительные цены. Вот постановление Совета Министров 10 мая 1963-го. Закупочные цены на шкурки соболя. Цена в зависимости от цвета от 19 до 100 рублей. То есть средняя цена 40 рублей. На этой фотографии магазин московский в 59-м. И народ разглядел ценники, а на севере они всегда выше, как все знают.
Грецкие орехи 13 рублей, вафли 2 рубля, упаковка какао 9-10 рублей, а банка сливок 8,30. То есть 4 пачки какао за одну среднюю шкурку соболя. Или 50 пачек вафлей за самую ценную шкурку. Понятно, что каждый охотник стоял перед дилеммой. Или сдать пушнину в заготовительную контору, или продать на сторону по цене в несколько раз выше закупочной. Охотнику ведь надо было хоть как-то окупить стоимость ружья и патронов, тормозок, который он берет с собой на охоту на несколько дней. А закупочные цены все это не компенсировали. И именно с конца 50-х, начала 60-х годов в СССР сложился черный рынок пушнины. Резкий рост доходов городского населения создал спрос на предметы роскоши. И не случайно в Уголовном кодексе появилась статья 166 «Незаконная охота», которая никого не останавливала. И понятно, что на территории Ивдельского ИТЛ, где завоевывали свои категории советские туристы, пушной черный рынок тоже процветал. Оттуда шкурки, которые с таким трудом добывали манси, отправляли на пушной аукцион в Ленинград, где всесоюзное объединение «Союз Пушнина» продавало их буржуям и империалистам за валюту. Об этом сумбурно высказался Каратаев. «Мне запретили ездить туда, а летчикам им надо было рыбы на правительственный стол там, в Лозве, а шкурки каждому надо соболя. Они стали спекулировать. В Ленинграде был пушной аукцион, они за спиртягу туда». Конец цитаты. То есть манси даже деньги не получали за шкурки соболя на черном рынке, они их меняли на спирт. И при помощи каких-то дельцов потом эти шкурки уплывали на пушной аукцион в Ленинград, где их продавали за валюту. Красочно описал, что творилось в те времена в Ивдельском районе, Феликс Робертович Штильмарк. Осенью 1969-го, и не думаю, что за 10 лет что-то изменилось, это все еще глубоко советское время, он поехал проводить учеты охотничьих животных на север Тюменской области. И в дороге отослал супруге письмо, где пишет вот что. «Ивдель – симпатичный городок, коренной уральский, деревянный. Мост через быструю горную речушку, уже почти сплошь взятую льдом. В каждом таком городке есть свое центральное учреждение. Здесь оно называется управление. Сюда ходят автобусы. А управление – это лагерями, в разговоре почтовыми ящиками, которые занимаются лесоповалом на Северном Урале. Много офицеров и их жен, сплошь в боярских шапках из соболей и андатра. Шкурки соболей за последние годы почти не сдают, а добывают их довольно много. На севере района живут манси. У них искупают пушнину деятели из почтовых ящиков. Картина здесь в пушных делах очень мрачная. А госпромхоз Ивдельский – довольно оживленное бойкое заведение. Там можно видеть и охотников, и собак, и склады с кедровым орехом, и полки с ружьями, капканами, дробью, всякой охотничьей всячиной. Директор недавний, неторопливый, спокойный и дельный человек, который очень хорошо рассказал мне обо всей здешней ситуации. Черный рынок пушной принял здесь, если не космические, то глобальные масштабы. Конец цитаты. Это все я рассказываю для понимания, что манси использовались партийной и лагерной верхушкой и были интересны ей исключительно как поставщики пушнины. Естественно, что скупали они ее через посредников. При каждом коррупционном начальничке так повелось до сегодня, и так, наверное, всегда было. Есть такой юркий заместитель или подчиненный, который занимается всякими неприглядными делишками. А начальничек типа чистый и добрый. Если что, он скажет: «А, я ничего не знал». Манси, понятное дело, не все шкурки сдавали государству, а что-то оставляли у себя для взяток или вдруг случится обменять их на спирт. А вот эти советские дамы даже не задумывались, как к ним попадали эти модные чернобурки, какой ценой. И тут такой интересный штрих. После трагедии, когда прокуратура послала своего агента по маршруту дятловцев узнать, не было ли у тех конфликтов с местными по дороге к высоте 1079, то отчет этого товарища попал в распоряжение «Комсомольской правды». И вот что товарищ тут пишет.
26 января группа студентов из 10 человек приехала около 17 часов и остановилась в общежитии рабочих лесоучастка Ивдельского энерголесокомбината. В составе группы были 2 девушки-студентки. Одна из них, предположительно Колмогорова, имеет веселый и задорный характер. Они расспрашивали про дорогу на 2-й северный рудник, и бригадир объяснил, как лучше туда попасть. Старший из студентов по возрасту спрашивал рабочего о возможности обмена меха соболя у Манси за спирт. Конец цитаты. Что мы видим? Зина вела себя неадекватно в тех сложных краях, а старший из студентов по возрасту спрашивал рабочего о возможности обмена меха соболя у Манси на спирт. Это однозначно речь идет о Золотареве. Других кандидатов просто нет. Вписывается ли это в его образ? Легко. Золотарев был человеком с хваткой, практичным, уже разузнал, что спирт в этих краях валюта, а мех соболя – товар, который потом можно перепродать или подарить своей очередной даме сердца. Для молодых людей такой бартер даже бы не пришел в голову. Им был интересен сам поход, спорт, фотосессии, романтика. Но если Золотарев спрашивал, можно ли выменять мех, значит он заранее заготовил бутылку спирта, потому что без товара какой смысл спрашивать о сделке. Но так как потом нашли вроде как одну фляжку со спиртом, и родители Кривонищенко ее опознали, то или Золотарев зарисовался перед рабочим, а ему такое тоже присуще. Помните, как он перед походом всем обещал, что о нем еще услышат? И услышали. Прости господи, но по другой причине. А может, поисковики выпили тогда 2 емкости со спиртом. Все они потом утверждали, что им досталось по 50 грамм. Значит, их было человек 15. Но почему тогда они так напились, что попадали мертвецки пьяными и чуть не угорели? Короче, как бы там ни было, но мы уже поняли, что Манси были настолько не самостоятельным, настолько угнетенным народом по состоянию на февраль 1959, что напасть на 9 туристов они бы просто не посмели. Не посмели – ключевое слово. Многие свидетели это утверждали. Манси могли подстрелить там кого-то случайно на охоте, повредить кого-то по пьянке, но это единичные случаи. И все это решалось внутри Ивдельского района. Все знали, что Манси и так мало, а в тюрьме эти вольные люди не выживали. Если всех посадить, то некому будет шкурки добывать. О них и заботились, как о рабах. Был бы жив и способен стрелять белок и соболей. Никакой реальной государственной программы по их защите не существовало. А типа смотрящего у них тогда был Степан Куриков, 1898 года рождения. Их с братом Григорием постоянно назначали депутатами Ивдельского горсовета, Свердловского облсовета. Степан Куриков был передовиком, депутатом, любимцем власти, а по совместительству еще и шаманские обязанности на себя взял. В своей диссертации этнограф Елена Перевалова пишет такое становление советской власти в Ивдельском районе. Советское строительство с зонно-лагерным окрасом накладывало особый отпечаток на восприятие новой власти ивдельскими манси. И манси, и русские с удовольствием рассказывают о Степане Курикове по прозвищу Шаман, постоянно носившем темно-синюю форму НКВД и державшему у себя в юртах в Суеват-Пауле портрет Сталина, что, однако, не мешало ему совершать шаманские камлания и устраивать языческие жертвоприношения. Конец цитаты. И вот мы видим, как Степан Куриков охотно позирует в фуражке НКВД. А это он в форме непонятно какой, может, зрители подскажут. А это жена Степана Курикова возле юрты, на которой написано 24 февраля, день выборов в Советы. А это сам Степан Куриков, наверное, пришел на избирательный участок за себя голосовать. А это опять он в форме НКВДшной, любил он подчеркнуть свою связь с этой организацией. Также из диссертации Переваловой можно узнать, что на севере советская власть устанавливалась, как и везде, но с национальным окрасом в виде подавления кулацко-шаманских мятежей.
А так, все как у всех. Коллективизация, репрессии и так далее. В 1923-м комиссия по районированию исходила из установки, что туземцу совершенно безразлично, какова будет форма управления сверху, ибо всякая стоящая выше сельсовета власть для него всегда представляется в виде большой начальник. При райисполкомах были созданы инородческие подотделы, ставшие подсобным аппаратом местных органов власти в работе среди туземного населения. Через выбираемых на собрании родов старшин проводились в жизнь распоряжения властных структур, собирались налоги. Конец цитаты. И, как мы догадываемся, братья Куриковы принимали во всем этом активное участие на стороне советской власти. И создается впечатление, что манси особо и не сопротивлялись. Но это не так. Были и среди них свои герои, такие как этот красавец Бахтияров Никита Яковлевич, 1873 года рождения, который родился в юрте Вижай. Вот какой компромат чекисты на него насобирали. Активный шаман и крупный кулак-эксплуататор проживает в юртах в тайге на территории Ивдельского района. Имеющимися в Ивдельском райотделении НКВД данными, Бахтияров изобличается в том, что он является нелегальным шаманом среди народности манси, крупный кулак, имеющий неизвестный до сего времени органам соввласти крупные стада оленей, на пастбе которых он эксплуатирует бедняков манси. Известно, что вся проживающая на территории Ивдельского района народность манси находится под полным его антисоветским религиозным влиянием. Он ведет среди манси антисоветскую агитацию против объединения манси в коллективное хозяйство, против оседлости, разжигает среди манси ненависть к русским и существующему советскому строю, заявляя, что русские несут только смерть манси. Конец цитаты. Далее зачитаем отрывок из статьи, которую опубликовал журнал «Уральский следопыт». Свою агитацию среди манси против селения в поселке, вступления в оленеводческие колхозы Бахтияров признал, свидетели приводят его слова. «Надо манси уходить дальше в тайгу. Раз здесь появляются русские, то не будет в лесу зверя. Русские несут с собой голод и смерть манси. Если будут колхозы, то у манси не будет оленей. Они все пропадут». В чем-то был прав шаман. Где теперь колхозы и олени? Как известно из уголовного дела, 12 ноября 1938-го Бахтиярова арестовали и присудили 5 лет отбывания в местах лишения свободы. Дальнейшая судьба арестованного неизвестна, но в книге Иевлева «На Уральском севере», содержащей сведения об Ивдельском районе середины 20 века, упоминается Никита Бахтияров, бывший шаман, а ныне знатный охотник Госпромхоза. Видимо, пережил лагеря шаман и вернулся в родные края. Конец цитаты. Как получается? Были среди манси когда-то и свои герои, но силы были неравными, и в результате в 1959-м основными их представителями стали братья Куриковы, один из которых любил щеголять в форме НКВД. А мы получили представление о стране Ивдель-Лаг. И так выходит, что советские туристы ходили задорно в походы по земле, где каждая пядь пропитана кровью и болью, по земле, где и узники, и те, кто на поселении, и манси гибли как мухи от репрессий, непосильного труда и тяжелых условий жизни. Когда помощника начальника штаба воинской части 6602 по обучению Чернышова спросили на допросе, допускаете ли вы мысль о нападении манси на группу, он ответил: «Я не допускаю этой мысли. За много лет я не знаю ни одного случая нападения манси на людей. По роду службы мне приходилось все время встречаться с манси в самых различных условиях. Приходилось беседовать с ними по вопросам охоты, жизни. Всегда они охотно отвечают, народ гостеприимный. С нами они сотрудничают, помогают задерживать бежавших заключенных». Конец цитаты. И, наконец, о священных местах манси, которые дятловцы как будто бы осквернили. Действительно, священными местами манси являются всякие природные объекты, там камни, озера, обрывы, возвышенности, которые называли в честь духов-покровителей, предков и так далее.
Также в тайге много мест, куда манси не ходят, не охотятся, ни грибы, ни ягоды собирать. Это правда. Но те, кто строит мотив убийства вокруг того, что манси защищали свои священные места и из-за этого напали на туристов, рассуждают по логике монотеистических религий, где есть пророки, святые, догмы, которых надо постоянно защищать, если вдруг кто-то косо на них посмотрит. За это разрешается даже убивать обидчиков. Не буду приводить примеры, сами покопайтесь в своих религиях, как там относятся к иноверцам. Но все это плохо накладывается на мировоззрение народов Севера. У манси совершенно другая система координат. Она не про месть во имя Бога, она про уважение к духам, к природе, к равновесию. И главное, их духи не нуждаются в человеческой защите. Если кто-то в тайге нарушает запреты или тревожит священное место, духи их сами способны наказать. Им не нужны солдаты веры. Манси не обязаны бегать по тайге с дубинками и карать нарушителей. Этим занимаются сами силы природы. Современные манси, которых я переслушала немало, говорят об этом прямо. Духи сами наказывают. Нарушил их запреты, жди неприятностей. Они приводят истории, когда кто-то купался в запретном озере и утонул, кто-то взял то, что нельзя брать, и через какое-то время помер. Но нигде нет идеи, что манси сами пойдут убивать. Наоборот, человек, который убивает за духов, как бы ставит себя выше духов, будто те сами не способны разобраться без него. Что это за духи, которые не могут защитить свои святые места без помощи людей? То есть манси совершенно не нужно никого караулить и тем более устраивать карательные рейды на тех, кто нарушил законы тайги. Их мировоззрение намного более древнее и мудрое. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Итак, мы разобрались. Манси не посмели бы напасть на советских туристов, тем более сразу на 9. Не потому, что они были слишком добрые или слишком духовные, а потому что социальные и исторические обстоятельства совершенно этому не соответствуют. В середине 20 века манси – это уже не грозные хозяева тайги, какими их любят рисовать романтики. Это исчезающий, угнетенный народ, который десятилетиями выдавливали с их земель, ломали им традиционный уклад, загоняли в зависимость от советской администрации. Алкоголь их уничтожал, вековой уклад деградировал. Детей их увозили в интернаты и там подвергали русификации. Это был народ, которому нужно было выживать, а не воевать с государством. А напасть на советских туристов – это и есть война с государством. Причем война самоубийственная. Манси прекрасно понимали, кто такие студенты. Это дети тех самых больших начальников. Какой скандал будет, если с ними что-то случится? Советская власть таких случаев не прощала. Поэтому идея, что манси дружно пошли мстить за духов или защищать святые места, это миф для тех, кто не понимает реального баланса сил. Народ, поставленный на колени, не идет убивать 9 человек, связанных с государством, которое решало его судьбу. Так что нужно закрывать эту тему. Манси не нападали на дятловцев вот так дружно. У них на это не было ни мотива, ни ресурса, ни даже иллюзии безнаказанности. Версия эта удобная для легенд, но не для реального анализа событий.